Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, которые, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что по судьбе в октябре? Давайте узнаем. Октябрь месяц– центр нашего благополучия. Это не значит, что оно вот само из ниоткуда приходит. Нет, тут мы сами, но несколько перестраиваемся, меняем рокировку. Энергии этого периода, собственно, не только октября, а и в ноябре, да где-то до конца года вот эти энергии преобладают, когда мы хотим не просто какого-то призрачного завтра или призрачного благополучия завтра, опять же, да, да нет, мы тут себя спрашиваем. Хорошо, там тысячи неопределенностей, и, может быть, там еще 150 раз камни с неба упадут. А вот для меня-то что прямо сейчас? А мне-то вот сейчас как с этим совсем жить? Если мы прежде, может быть, и верили, или ждали какого-то удобного момента, к примеру, или мы ждали, когда разрешится какая-то ситуация. Здесь не хочется ждать, потому что жизнь идет вперед. И нас здесь уже где-то не заманишь на какие-то обещания. Это точно. Вот не случайно семерка жезлов выпадает. Это тот момент, когда мы как будто противостоим превратностям судьбы. Но это не значит, что мы с ними боремся. Наоборот, мы отступаем полшага назад, как будто в тень уходим. Мы уходим от тех вопросов, которые нужны кому-то, но не нам лично. Вот давайте мы с вами рассмотрим на картах такие знаки судьбы, что по судьбе. Не все должно контролироваться, не все должно решаться немедленно, и мы это чувствуем. Есть время действовать, есть время понимать. Вот через понимание до конца года каких-то происходящих вокруг вещей, когда нам не хочется думать о том, что в целом как бы происходит. Мы уже понимаем, что да, на это мы не влияем. Но вот если мы какой-то свой маршрут до этого времени не могли изменить или вернуться назад, чтобы правильно начать, то теперь у нас есть возможность правильно что-то закончить. Поэтому давайте будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Я часто говорю свою любимую фразу – и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. И поэтому вот что вам выпадет в октябре? Это не происходит случайно. Октябрь, ноябрь. Могут возвращаться некоторые вещи, вопросы, которыми вы занимались прежде. Люди тоже тут могли, где-то проанализировать, увидеть свои ошибки и тоже могут захотеть вернуться. Поэтому это точно. Не случайно эта карта переворачивается. Это у нас туз монет или туз пентаклей. Это где-то бумаги, какие-то документы по этой карте могут быть. Это, безусловно, возможности прежде всего. Но это могут быть еще и важные переговоры, разговоры, которые имеют материальную основу или какое-то продолжение. Возможно, пересмотр. Но вот давайте мы с вами узнаем, как карты видят вашу жизнь. Что вообще в целом о вас скажут карты? О вашей судьбе прямо сейчас? Кто вы? Чтобы вы могли сориентироваться, насколько данный расклад подходит вам. Итак, что сейчас? Что нам скажут карты? Карта колесница. Вы тут уже вообще где-то в гуще событий, мои дорогие. Может быть, вы смотрите это видео, потому что и правда, или люди возвращаются, или когда вы, может быть, в чем-то поставили точку, может быть, кому-то сказали уже «чао», «чао пер семпре», то есть навсегда уже с кем-то или с чем-то простились, а на тебе вот какая-то ситуация вам возвращает прежний вопрос или может быть, это было какое-то событие, да, и оно закончилось ничем. Вы уже махнули на это рукой, но вот теперь возникает ясность. Или, как знаете, клубок противоречий был, а теперь это превращается, этот клубок, в нить Ариадны, который так потихонечку, веревочка, раскручивается, да, распутывается этот клубок, и вы видите, что для вас какая-то возможность. Поэтому, видимо, вы еще пока, по этой карте это момент перехода, значит, у вас еще есть те вопросы, которые, вами могут быть как минимум рассмотрены. Мы определяемся, что мы возьмем с собой в будущее. У кого-то из вас буквально
перемены, которые связаны с поездками, с переездом, может быть, куда-то далеко. Иногда эта карта говорит о том, что, ну, у кого-то и банально, колесница, иногда автомобиль, да, ваше средство передвижения. И, кстати, э, быть мобильным вообще вам придется. Может быть, и что-то пересматривать, это точно. Перемены, которые ведут к успеху или успешному разрешению некоторых вопросов. Это у вас сейчас и происходит. Причем, может быть, по закону аркан император. Это символ власти. Может быть, чиновники, руководители, если мы говорим работа. Хотя я могу допустить, что у кого-то дома такой император, да, который абсолютно себя считает правым. Иногда я говорю, олицетворяет эта карта словно человека, который подразумевает, что есть два мнения, мое и неправильное. И попробуй ты договориться с этим императором. Хотя я могу буквально сказать, некоторые, ну как законы, пусть закон в чистом виде не меняется, но, к примеру, выходят подзаконные акты. Вот раньше невозможно было вам что-то обустроить, а вот сейчас вполне очень может быть. Поэтому у кого есть вопрос, который именно завис, ну, может быть, по вашему мнению, было что-то несправедливо, или даже как бы закон не позволял, или некоторые чиновники не хотели увидеть вот именно вот эту деталь, да, и если вы видите, что сейчас к вам эта тема словно возвращается повторно, тогда есть возможность узнать, а может быть и вправду какие-то вышли вот эти подзаконные акты или есть какие-то маневры, как минимум, для того, чтобы не случайно у нас тут вообще все возвращается, да, мы уже об этом с вами сказали. И у вас это возможности. Ну, может, и придется вот с этим императором договариваться. Поэтому будьте сами, вы в таких энергиях сами. Вам много вопросов сейчас приходится решать. Все в вашей власти нам, об этом тоже говорит карта. Ну, если кто-то несговорчивый император, но вы тогда будете мудрым императором. Мудрый он понимает, что мы не влияем на решение людей, ну или на видение их, да, и мы не влияем на обстоятельства. Но, тем не менее, предыдущая карта нам дает возможность, может быть, и лазейку, почему нет? Правда, посмотрите, тут какой-то вопрос у вас, вы видите уже, он, ну, может быть, в паре шагов от победы, потому что праздник после победы. У кого-то вопросы по части недвижимости, переезда, оформления, может быть, документов каких-то, но это стабилизация. Вот на самом деле, по сути, это и есть благополучие, более того, еще и какой-то праздник. Вам нужно все сохранять вот сейчас. Знаете, тут, правда, я сказала, если есть время действовать, а есть время понимать. Вот вам тут и понимать нужно, да, как-то грамотно действовать, причем, когда колесница выпадает, это мы не действуем прежними методами. Значит, и вам где-то так подвинуться, что-то пересмотреть приходится. Тогда и есть возможности праздника и уже стабилизировать какую-то ситуацию или больше понимать, к чему это как минимум идет. И потом на самосохранение. Давайте посмотрим. У кого-то ситуация и денежная. Не, мои дорогие, вы посмотрите. Карта победителя. Не отказывайтесь от чего-то, особенно если кто-то возвращается или что-то, какое-то событие из прошлого. Или у вас сейчас пусть даже новые какие-то предложения происходят. Вот опять же, ничто не происходит случайно. Вами, как судьба, руководит буквально. Мы это часто не понимаем, это с чем связано. А это даже какие-то не случайные случайности. Или то, что к нам, ну, приходит как предложение, или пусть приходит какая-то новость. Мои дорогие, тут явно нужно что-то додумать. Может быть, мы ведь спросили, как... И карты, конечно, скажут о вас. Вот вы сейчас в каком-то очень неплохом периоде жизни, когда можно действительно тут свое буквально благополучие, какие-то победы отстроить. Да, придется действовать как-то иначе. Но к этому вам как будто ангелы небесные, будем говорить, высшие силы, вам буквально помогают, чтобы вы пришли, в конце концов, к этой победе. Что еще нам скажут карты о вас? Новый жизненный этап. Но и не сглупить, мои дорогие. С одной стороны, это вы могли столкнуться с человеком вот таким, да, который пытается в реку войти дважды. Может быть, это какой-то вопрос, да, и вы сталкиваетесь с тем, что
Ну, вроде бы и есть какие-то предпосылки. Вы знаете, тут ведь по аркану колесница, тут может быть на уровне ощущений. Кстати, это планетарно тоже где-то подтверждается, потому что октябрь-ноябрь мы не все вопросы можем понять с позиции логики и здравого смысла. А вот интуиция наша будет работать великолепно. Слушайте глаз собственной мудрости. Шестое чувство вас не обманывает. Поэтому так вот, с одной стороны, эта карта будет говорить о новом жизненном этапе, когда вы действительно, какая-то перезагрузка у вас происходит, но вы это выходите победителем. Но это может быть еще и олицетворение, когда мы не должны что-то упустить, безусловно. Все-таки аркан дурака, будем говорить, правда? Не сглупить, мои дорогие. Но и это может быть тот человек, который, вот как я не договорила, ведет себя несколько странно. Именно в этой колоде интересно очень звучит эта карта. Идет женщина в белых одеждах, громко стучит в бубен и поет песни. Ну, вот нулевой аркан, что ты тут скажешь? Вот есть какой-то человек, или вас может свести судьба, эм, действительно пытается в реку войти дважды. Тут вроде какая-то победа, как и в какой-то глупой, конечно, ситуации может означать. Но это еще и олицетворение того, кто пытается, может быть, вернуться в вашу жизнь. И, знаете, именно старыми методами попытаться с вами наладить, к примеру, отношения или как-то на вас воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились. Не промахнитесь, мои дорогие, правда, не сглупите. Вот я тут вижу, тут есть все-таки какие-то, могут быть, по крайней мере, манипуляции, просто потому что человеку выгодно. Или будет подходить с точки зрения человека, это ведь может быть кто угодно. Но где-то так косвенно это могут быть и чиновники, и руководители, когда человек признал собственные ошибки, понял. Точнее, не то, что он признал, а он просто сожалеет, что он что-то упустил и теперь пытается наверстать. Или себя словно выбелить любыми способами. Вот кто-то из такой ситуации тоже столкнется. Вы как будто заведомо победитель, а человек может быть проигравший. В дураках. Вот. Кто-то в дураках. И это должны быть не вы, мои дорогие, понимаете? Тут не торжество глупости, а именно разума. Император, да? Есть возможность у вас какие-то важные бумаги оформить, к примеру, неважно чего касается, работы, жилья, недвижимости, переезда, или какой-то вашей траектории, откуда к вам приходят деньги. Все-таки у нас тут по монетам нам сказали, мы явно занимаемся этим вопросом, и шестерка жезлов– это победа. Именно жезлы, дела, работы, бизнес, документы, согласование, контракты и откуда к нам приходят деньги. Вот это такой-то комплекс карта включает. Это наша активность, и это как высшая стадия, когда результат мы получаем от нашей активности или проделанной работы. Но есть все-таки тот элемент, когда и мы должны быть осторожны. Но, может быть, это буквально с людьми, которые пытаются... Но мы-то смотрим, знаете, сила этого периода, она как раз в том, что мы на что-то смотрим более спокойно. Потому что мы ведь себе, на нас воздействуют планетарные транзиты таким образом, что мы хотим для себя что-то сделать хорошо. Мы менее склонны верить кому-то на слово. Или, к примеру, даже человек возвращается и начинает нам какую-то старую песню, а мы уже это еще раз слушали. Мы уже там были, мы все видели, и мы уже туда, в принципе, не хотим. Вот где-то может быть такой момент. Ну, я допускаю, что у кого-то ситуация такая, у кого-то ради любопытства вы будете просто смотреть и думать, ну давай, рассказывай, я посмотрю, как ты сейчас будешь словно уж выкручиваться из создавшегося положения. У кого-то будет так. И вы будете просто наблюдать вот за какими-то непонятными действиями, да, или попытками человека. А вы-то, как будто это раньше была чья-то игра, а теперь эта игра ваша собственная. Может быть, и не игра вовсе, но за чужой игрой вы будете беспристрастно наблюдать. Я, по крайней мере, вижу именно так. И вот эта перемена, которая происходит в вашей душе, это и дает вам определенную и уверенности, и бонусов вашей собственной силе, потому что вы видите вещи целостными, такие, какие они на самом деле есть. А человеку, может быть, еще придется пройти этот путь.
Ладно, давайте узнаем, так что же вам по судьбе, что скажут нам карты Таро. Что нового идет в вашу жизнь? Что нового идет на ваш порог? Ну, вы знаете, много работы, много каких-то согласований. Но карта ведь нам говорит, да, у тебя хватит сил выдержать напряжение вот этого периода. Но ты одновременно становишься перед выбором. А будешь ли ты что-то продолжать? Это то, что я говорила. И вы знаете, для вас совершенно необходимо заботиться о себе. Правда, будьте добрее к самим себе. У кого-то это будет, карта говорит, об эмоциональном выгорании. Или когда вас уже судьба словно подвела к какому-то итогу, что невозможно откликаться на все просьбы, невозможно всем быть полезным и удобным. Вы себя как будто пускаете в тираж, ведь эта карта говорит, ты о себе забыл. Ты включился в какую-то рутину, которая в принципе тебе не нужна. Поэтому карта настойчиво рекомендует особенно, поскольку у вас перемены на пороге, вот правда, перемены на пороге, колесница первой карты выпадает, то тогда по этой карте тут время уделять своим вопросам, а не пытаться решить все проблемы мира или вашего окружения. Может быть, даже отчасти, мои дорогие, это связано с близким окружением. И я такое тоже могу предположить. Но нет, наступает то время, когда вы центр собственных интересов. Вот об этом говорит карта. Ну, что-то должно закончиться. И я так вижу, вы явно что-то или удерживали, или, может быть, какая-то ситуация длилась очень долго. Смотрите, два старших аркана. Тут и по закону, вот действительно то, что я говорила, теперь какие-то пересмотры или варианты пересмотра будут. Потому что как-то красиво должно закончиться то дело, которое стояло на уровне, ну, почти правосудия. Или каких-то согласований и документов, самое главное. Тут должно, понимаете, тут оно уже подошло к какому-то знаменателю. Осталось только это буквально как-то оформить. И ведь, по сути дела, это трансформация. Второй ряд нам опять же говорит о трансформации. И если мы спросили, что нового идет в вашу жизнь, на ваш порог, трансформация. И вот поэтому совершенно необходимо быть ресурсным, мои дорогие. Что нового идет в вашу жизнь? Деньги, мои дорогие, решение каких-то денежных проблем, вопросов. Или когда вам даже захочется, и у вас будет возможность передохнуть. Когда вы видите плоды труда своего. Может быть, вы понимаете окончательно, зачем какой-то сложный период был предыдущий. Вы сами подводите итоги. Но все же по девятке кубков эта карта самодостаточности, ресурсности. Отчасти я часто называю эту карту картой эгоиста. Хоть вроде бы и кубки, да? Но больше о конкретно благополучии говорит карта. Причем о материальном. Или о какой-то конкретике. Если вопрос о жилья, то хорошо, значит, это должна быть какая-то бумага. Или это не какие-то пространные обещания. Нет, это конкретное решение, подписание каких-то документов. И если мы говорим карта эгоиста, вам нужно быть немножко эгоистом. Вы тут о себе явно забыли. Вот из десятки жезлов вам нужно перекочевать вот в эти энергии. Вам это помогает для благополучия и праздника, мои дорогие. Но это правда так. Здесь есть, конечно, риск по этой карте, что, с одной стороны, вам в одиночку придется какой-то вопрос или вопросы решать. Это тоже где-то вас концентрирует на самом себе или самой себе. И поэтому в хорошем смысле, когда мы думаем о себе, нам это будет помогать. Но еще есть момент такой, когда вы от усталости хотите, чтобы вас оставили в покое. Вы теперь себе это можете позволить. Вот это то, что новое идет на ваш порог. Вы что-то, как, может быть, и сами откажетесь, или потому что увидите, что, ну, это не перспективно, это ни о чем. Это много, большая трата энергии, сил и, в принципе, никакого толку. Это кому-то может не понравиться, кстати, имейте это в виду. Но, наверное, все же вас на самих себе, на своем благополучии концентрируют новые энергии октября, которые буквально стремительно даже, ну, где-то перестраивают вашу жизнь в прошлое не ногой. Что нового идет на ваш порог? Ваши какие-то решения, правда? Вы тут можете быть риски, кстати. Вам может быть какая-то ситуация,
она все-таки имеет под собой подоплеку или какую-то основу в прошлом, потому что вам теперь выйти из этого лабиринта хочется. Это какое-то время прежде вы, может быть, что-то сохраняли. Здесь вы полностью, ну, как причешете и окружение, ну и вопросы, которыми вы занимались прежде, вполне вероятно, от каких-то вы сами скажете, ну все, это ни о чем, этим больше я не занимаюсь. И направите свою энергию в какое-то одно направление. Поэтому вы выходите из лабиринта. Вот эта карта усталости, она вам мешает. Как древняя китайская поговорка гласит, уставшие люди делают ошибки. Для вас это, ну, основа основ. И побед, и свершений, и договоренностей. Ну, наверное, свежая голова как минимум должна быть, а если мы уставшие, этого не происходит. Но иногда туз мечей как раз говорит о том, что вы получаете какое-то известие, и, может быть, в связи с какой-то бумагой или с какой-то реальностью, может быть, и денежной, вы тоже будете принимать это важное решение. Что нового? Ну вот смотрите, потому что вы уже готовы идти как будто в будущее. Вы уже, вам что-то надоело, вы от чего-то устали. Но принять во внимание, что вопрос у вас явно какой-то вот-вот решится. Или это будут не совсем, знаете, как вот мы ничего не ждем, да, он сам там где-то как-то решается. Нет, тут нужны будут ваши и решения, и решимость, 13-й аркан, трансформация. Тут не будет как прежде. И, может быть, методы вы тоже будете, вот с учетом карты эгоиста, да, тут мы сами себя меняем. И после этого вам нужно будет это все сохранить. Вам люди не будут говорить всей правды. По аркану Луна вам желательно, мои дорогие, как бы избегать каких-то коалиций, избегать толпы. И если вы, ведь это что нового идет в вашу жизнь, да, то это вы случайно даже можете оказаться среди толпы во внешнем пространстве, на улице. Меня несет толпа, я часто говорю в своих раскладах, и это очень такой опасный синдром, потому что мы собой не руководим. Мы собой, ну, как бы даже собственным телом не располагаем. Это на самом деле опасно, поэтому если вы оказываетесь случайно в толпе, вам, мои дорогие, в другую сторону, поверьте. Или даже пусть это ситуация, когда вы находитесь, знаете, как на развилке между двумя людьми, между двумя ситуациями. По Луне мы не выбираем что-то одно, а мы как будто между, вот две башни, да? Смотрите, это классическая колода Таро. Две как будто башни. И нам может показаться, нам или туда, или сюда. А нам и не туда, и не сюда. Нам именно нужно пройти между. Ничего пока не отказаться. Вот может быть в этом будет такой достаточно непростой маневр, и мы думаем только о благополучии и о сохранении. О чем нам говорит еще эта карта? Ты не видишь еще какие-то процессы. Выглянет солнце и наступит ясность, но пока полной ясности еще нет. В некоторых вопросах. Но вам-то задача, мои дорогие, вот именно ваше какое-то благополучие, вот как будто по этой траектории, как по узенькой жердочке пройти. Или словно по канату, да? Чтобы не было какого-то явного противостояния или, по крайней мере, вот такие энергии, когда, к примеру, вам будет помогать, когда вы загадка для окружающих, и неважно, какой ряд вопросов вы решаете. Личная жизнь или это вы решаете вопросы, связанные с чиновниками, руководителями по работе, вам всего и не скажут. И пока еще невозможно прогнозировать, как обстоятельства сложатся на будущий период. Поэтому самосохранение от начала до конца – центр нашей безопасности. Иногда это вопросы конкретно дома, семьи. Давайте мы посмотрим, что же еще нового идет на ваш порог. Вы знаете, тут будет усталость, безусловно, четверка кубков. Это мы устали от каких-то невзгод, от перипетий. Может быть, это и карта Луна будет для кого-то говорить. Это вы как раз решите вопросы по недвижимости, и потом будете брать некоторую паузу, тогда не подзастрять. Потому что нам ангел как будто дает вот четвертый кубок, а человек у нас, посмотрите, как будто закрыт. Скрещенные руки на груди – это есть элемент закрытости. И три-то ведь кубка, посмотрите, они здесь не пустые, они полные.
Ну, не смотрит человек на 3 полных кубка. А вот на эту миску, мои дорогие, странно. Да, поэтому вот так художник изобразил. Вот эта миска, она не для тебя вообще. Ты сожалеешь потому, да что тебе вообще даже и не нужно. Оно тебе мешает. Но по какой-то причине, ну, уставились мы в эту миску. Не случайно животные изображены. Это для животных предназначено, а не для вас. Вот мы можем переживать по сущей ерунде. Или по каким-то там, может быть, и чужим глупостям. Или анализировать эти чужие глупости. А на самом деле нам судьба дает какую-то возможность. Здесь именно возможность, понимаете, как на грани, может быть, наших пересмотров по тому или иному вопросу. Мы, скорее всего, вынуждены менять какие-то методы. Вот правда, поэтому и новое приходит. Это, по сути, новый взгляд на вещи. Но вот, видимо, в эту миску не смотреть, мои дорогие. Даже в тот момент, когда еще ничто не прояснено. Мы ведь знаете, как можем думать? Ну вот я получу какую-то новость, а вот тогда я буду действовать. А нет, тут надо сейчас. Здесь именно надо между. Здесь как будто не закрытость, она вам не поможет. А, ну, такое себя где-то сокрытие, да, в хорошем смысле, когда мы не открытая книга для окружающих, то, что я говорила. Но идти-то вперед придется. Искусство мелких шагов нам помогает. Давайте следующий вопрос. Что вы вычеркнули из своей жизни или, мои дорогие, поставили точку? А оказалось запятая, а то и многоточие. Это вот как раз про какое-то дежавю или возврат. Что это будет вот в ближайшее время, в октябре? Что вам по судьбе? Именно по тем вопросам, а может и по людям, которые знакомы. Ну вот опять нам переворачивалась эта карта. Тут действительно какое-то дежавю, когда кто-то, не вы, мои дорогие, а кто-то по отношению к вам, когда видит вашу ресурсность, вашу полезность, удобство. Вот все такое, потому что человек нам одним жезлом, да, как будто вооружившись, пытается противостоять. Тут нет сопротивления, тут нет какого-то соревнования, но нас могут вызывать на это. И все методы хороши могут быть для человека конкретного, для того, чтобы вы с чем-то согласились. Вот правда, что-то вам до боли знакомое по личной жизни, мои дорогие. Может быть, это личная жизнь, король кубков, конкретные какие-то вопросы, которые связаны, ну, буквально с супругом, супругой. Мы не рассматриваем по полу карту. А может быть, и с человеком какая-то дружба, которая не просто дружба, а может быть, даже вы проживали какое-то время вместе, вели вместе хозяйство. Ну, пусть отношения не были оформлены, хотя я могу предположить, предполагалось, аркан император. Ну, тогда аркан смерть, внезапно закончившиеся отношения. И вот если человек, да, это не обязательно, карты ведь не говорят, что это 100% будет. Ну, или по кому-то, может быть, из родственников, далеких родственников, но это то лицо, которое, может быть, вы любите, или есть чувства, или это буквально родной человек. Но иногда и друзья бывают ближе, чем родные, да. И вот, видимо, есть у человека какой-то интерес свой. Он явно видит в вас ресурсную личность, и какая-то тема не закончена. По личной жизни это точно. Так что вы вычеркнули, а оно вернется. Очень интересно и символично. Это как раз карта ностальгии или когда к нам кто-то возвращается. Или старые песни о главном. Вот у вас, посмотрите, может быть, это конкретный человек не просто вас видит, ресурсную персону, а когда предполагает, что вы можете оказать содействие или помочь. Хотя, мои дорогие, я ведь так могу сказать, ведь шестерка кубков часто говорит, знаете, когда был конфликт отцов и детей, может быть. Не сама карта говорит о конфликте, об этом вот весь триплет говорит. Просто может быть, как тот человек, мы говорили, да, который близкий, а вот теперь он как-то что-то пересматривает свои планы, может быть, и готов в чем-то признать ошибки, но явно без вас он как-то не может существовать. Или понимает, что с вами нужно налаживать отношения. Я могу, у мотивы, конечно, у каждого свои, но карта часто и говорит о том, что мы можем даже простить. Простить наших детей, ну, наверное, как возвращение блудного сына. Но я условно так, конечно, говорю.
Но примирение какое-то явно здесь может быть. Хотя я могу допустить мотивы, конечно, разные. Все же семерка жезлов заставляет задуматься. И если были какие-то трения, проблемы в отношениях, сами они по себе никуда не делись. Но то, что кто-то может вернуться, или не просто ситуация, тут могут вам преподносить что-то, как ситуацию, кстати, а на самом деле это будет интерес конкретного человека, и, может быть, даже близкого человека, или какой-то истории. Так, ладно, что вы вычеркнули, а оно вернется. С чем вы простились, а тут здравствуйте, какое-то. Да, тут может быть и сообщение, решение какого-то человека. Может быть, и правда, если мы говорим о более молодом поколении, тут могла быть, ну, ошибка, ляпсус какой-то, потому что нет опыта, человек не видит, а вы могли видеть что-то. Меня смотрит разное поколение. Или если вы, мои дорогие, помоложе, а у вас был, может быть, конфликт с родителями, ну тогда эти карты будут говорить, что вам-то этот конфликт не помогает. Тут, может быть, если даже к вам, пусть кто-то первый, может быть, и родители были неправы, тут ведь это тоже может быть, потому что с возрастом мы все как в какой-то своей неправильной скорлупе находимся. Ну, правда, мы не чувствуем так, как меняется время, меняется, ну, и приоритеты-то тоже меняются. Ну, есть у нас что-то такое, что тормозит или заставляет, хочется нам вернуться в прошлое, в какое-то место безопасности, а нам идти вперед нужно. Поэтому мы где-то можем подзастрять. А дети, они более остро видят ситуацию. Я бы сказала, сейчас молодым очень сложно. Это правда. И, наверное, в какой бы стране мира вы ни проживали, молодым намного сложнее, чем более зрелому поколению. Потому что им часто с нуля нужно сразу все отстроить. И главное, я не ошибусь, если скажу, практически в любой стране мира столько сложностей. И главное, сложностей больше, а гарантий все меньше. Ну, это, по крайней мере, как я могу судить, можно со мной не соглашаться, но для кого-то этот пункт совпадет, потому что здесь по тузу жезлов это, конечно, возможность. Возможности есть. И примириться, и проговорить что-то важное, или буквально выход из лабиринта. Заключить вам какой-то документ, заключить, подписать договор. Сочетание вот именно с тузом мечей, это получается красивое сочетание: дела, работа, бизнес, документы, соглашения, контракты. То есть что-то, может быть, в основе и есть ситуация, но есть еще и какая-то бумага. Но это все еще и возможность. Ладно, давайте еще спросим, от чего вы уже отказались или поставили точку, оказалась запятая. А эта карта будет говорить: хочется вернуться в прошлое. Это мы раньше как словно за этим забором были. Может быть, это тот период, когда мы сами пришли к выводу: сколько я не действую, сколько не активничаю, меня все равно словно невидимые силы отбрасывают на 2 шага дальше от того места, когда я что-то начинал или начинала. И в итоге мы закрываемся. Но теперь мы делаем аккуратные попытки. И здесь ведь посмотрите, опять же, классическая колода Таро. Показан воин, мои дорогие, с перевязанной головой. Вот эта вот повязка на голове, это где-то шишек уже набил. Он точно знает, чего он не хочет продолжать. Вот, кстати, аркан Луна и все то, что я говорила, и четверка кубков. Ну, кто подзабыл, вы можете прокрутить видео назад. Вот то, что я говорила по этим двум картам. Для вас будет важно, и вам это помогает. Еще раз не найти какие-то грабли, но идти вперед придется. В той обстановке, которая сложилась, или в тех отношениях, может быть, вот нам сказали, да, конкретно, которые есть. Что же к вам еще вернется? Здесь, наверное, знаете как, может быть, и выбор какой-то нужно делать уже, да? Вы не можете, опять же, надолго подзастрять вот в этой карте. Еще раз, карта подтверждает правильность моих где-то слов. Какая-то прежняя история, и у вас, правда, идет возможность, как вот этот ангел. И еще нам дает четвертый кубок. И наша задача: увидим мы, согласимся, решимся или нет. Или как вот на эти соблазны мира мы будем взирать со стороны, но и какая-то прокрастинация продолжится. Нам говорят, что нам придется вот эти аккуратные шаги как бы проходить среди какой-то путаницы или как конфуз какой-то, да.
Что-то тут все в кучу перемешалось, и нам придется все расставить по местам. Не заканчивается какое-то дело, да, или, может быть, даже пусть это связано с конкретным человеком, но значит, дальше это тоже в каком-то ключе, в ином, как вы не предполагали, это будет продолжаться. Тут что-то нельзя спрогнозировать, поэтому, в принципе, будьте готовы к неожиданностям. И самое главное, не ставьте что-то искусственно еще раз на паузу, понимаете? Здесь вот то, что вы поставили в этом точку, здесь оно в новом ключе как-то нужно, но это для вас своеобразный выбор, причем сложный. Это и решение, это и решимость. Ваши действия, понимаете, они должны, ну, как-то двигаться или вас продвигать дальше. Давайте спросим, что завершится в октябре? А может быть, вы от чего-то откажетесь сами. Давайте так немножко заглянем в будущее. Что завершится или от чего откажетесь сами? Какая-то ситуация, это у нас как верховная жрица. И, кстати, это старая колода. Ну, колода новая, а образы, они взяты из первых, как бы, колод итальянских именно тароки. Так вот, про образ Верховной Жрицы я часто говорю в своих раскладах, это ля папесса. То есть когда-то во главе католической церкви стоял не папа, а была именно ля папесса, женщина. Она скрывала, что женщина под мужским платьем, и у нее это очень хорошо получалось. Ей это не помешало достичь вот такого высокого уровня и буквально встать во главе католической церкви. И, правда, годы ее руководства были не такими долгими, 2 года 5 месяцев. Много популяризировано, я уже на этом факте историческом не останавливаюсь. Но, пожалуй, вот в Италии он сохранился еще вот в этих картах Таро, да. И очень много самых разных теорий. Поверьте, то, что написано в книгах, там самых разных, да, опять же, популяризировано. Или даже сняты фильмы. А истина, она где-то рядом, это правда. Так я вот к чему? Вам молчание помогает. Вот какой-то парадокс, да, мы спросили, что завершится, или от чего вы откажетесь сами. Вы можете как бы действительно какую-то тайну прояснить. Может быть, вы от каких-то потаенных своих замыслов вы сами, как бы такой анализ обстановки и ваших желаний проведете и придете к выводу, что нет, некоторые вопросы я должен или должна как открыть прояснить, но если то, что я просто вот как бы из тайных желаний, и я теперь оставляю на какой-то более, может быть, дальний срок, отказываюсь. Может быть, некоторые вопросы карта напрямую говорит, тебе не нужно тут умалчивать, а лучше как-то найти красивую траекторию и прояснить. Но, тем не менее, я могу сказать, что молчание-то вам помогает. Молчание, когда у вас тогда, понимаете, сильная позиция, вы как будто в более неуязвимом состоянии находитесь. Поэтому считывать вас как открытую книгу, мы уже об этом говорили, люди вас явно не должны, потому что иначе вами будут пытаться манипулировать, ну буквально. Наверное, весь мир делится на тех, кто, условно говоря, манипулирует или кем манипулирует. Вот вам этот шаблон нужно вообще сломать. Давайте посмотрим, от чего вы откажетесь сами или что завершится. Но какая-то путанная ситуация близится к концу. Правда, здесь как новое направление. Или вы получаете документ, какую-то новость, или буквально у кого-то это будет связано еще и с тем, что вы как учитесь чему-то, изучаете. Может быть, и придется, прежде чем вы разберетесь в какой-то ситуации, вам ее придется изучить. Или буквально, как законы работают в отношении вас. Здесь это одновременно может означать как завершение какой-то ситуации и начало чего-то нового. Но новое это в более конкретном сегменте. Или это будет касаться как-то финансового благополучия. Или, опять же, получения документов. Или вашего нового способа действий, где-то даже нового жизненного этапа. Ну, поэтому себя сохранять мы как будто учимся все равно. Да, вот, видимо, такие энергии,
когда вы, повторяюсь уже в очередной раз, вы не должны быть открытой книгой для окружающих. И первый ряд карт, мои дорогие, ведь вот аркан Дурак, по сути дела, мы об этом и говорили. Вам нужно научиться себя беречь как будто заново. Может быть, вы раньше абсолютно полагали, что я и так себя берег или берегла. Ну, а если проанализировать, вы увидите, что кому-то, может быть, и доверились, поверили обещаниям, поверили, может быть, в букву закона, что, да, ведь даже если мы приходим к чиновникам, будем говорить, оформить, ну, какую-то важную бумагу или дело, а ведь там тоже люди. И они зависят от настроения. Вот даже банально сидит чиновник, а у него что-то в личной жизни не ладится, настроение у него никудышное. И хотим мы этого или нет, не должно такого быть, но оно есть, это будет сказываться на его восприятии нас. То есть, может быть, раньше, к чему я? Не было как бы возможности, не было, ну, как закрытый путь по непонятным причинам был, а вот теперь он есть. Но для вас это будет важно, потому что раньше бы вы действовали как-то иначе. Вы бы были в других энергиях, больше в энергиях соглашательских, я такое допускаю. А теперь вы сами сначала изучаете, молчите, анализируйте и только потом аккуратно действуйте. Причем когда пажи выпадают, это мы действуем очень осторожно. Внимание к деталям, изучаем инструкции, изучаем какие-то нюансы дела и тем самым увеличиваем нашу силу. Посмотрите, у вас в центре какой красивый получается квадрат, как бы из карт. Да, это праздник после победы, материальное благополучие, если мы будем говорить, или решение абсолютно точно какого-то вопроса. Да, шестерка кубков о возвращении. Вообще это приятное общение. Я могу сказать, вам будет это что-то нравиться. Хорошее настроение. И карта силы говорит, что многократно ваша ресурсность от этого увеличивается. Но дипломатами нам тоже придется быть. Ручной лев, мои дорогие. И лев – это прообраз нашего эго. Но вот когда мы наши эмоции несколько причесываем, опять же, все решают люди, то вам по судьбе договориться даже в тех патовых ситуациях, где прежде вы не видели выхода. А вы другими методами, и вы сами в других энергиях. И при этом вы сами загадка для окружающих. И все вместе это вам помогает. Посмотрите, это как загадка, да? Когда мы вот включаем змеиный режим. У нас еще пока с вами год змеи, правда? И змея, мы знаем, она наблюдательна. Она именно наблюдает, анализирует. И в то же время мы знаем, бросок как змеи, действие ее молниеносно. Вот вам будет какой-то, есть момент, когда себе сказать «пора», и не отложить на завтра, и не упустить какую-то возможность. Но когда это где-то может быть непредсказуемо для окружающих, а вам это помогает. Что завершится или от чего вы откажетесь сами, от какого-то несогласия, противостояния, от каких-то, может быть, таких идей, которые для вас, ну, знаете, может быть, даже несколько направлений новых. У вас, может быть, было, знаете, ну, как составлен план минимум или план максимум. Вот одно, второе, третье. Вот от чего-то вы будете отказываться, потому что, может быть, вы раньше именно предполагали, что да, вот это направление, оно может быть ценно или для меня перспективно. Но вот меняется какая-то парадигма вокруг вас, и будьте готовы сменить направление тоже. От чего вы откажетесь сами? Ну, вы от этого не откажетесь, это вот посмотрите. Хотя я могу допустить, у нас карта женской силы и карта мага, всегда мужчина. Причем это тогда люди, которым очень сложно договориться, каждый сам по себе, каждый сильная личность. Это может быть, когда коса нашла на камень. Но я могу предположить, мои дорогие, женские энергии, они сильней, это точно. Хотя тут ведь не перетягивание каната, а здесь все-таки, я предполагаю, у кого-то и личная жизнь в каком-то непростом сочетании, когда и вы сильны, и, может быть, ваш мужчина тоже такой сложный, еще и в энергиях императора, да еще и карта мага. Может быть, это даже олицетворение некоторых процессов, которые происходят
ну, извне, да. Но вообще маг – это великий практик. Может быть, это просто человек, с которым вам придется искать вот такие или взаимодействовать с ним. И для вас совершенно необходимо понимать, в каких энергиях он находится, какими методами он пользуется. И у вас получится, если необходимо, ну, или договориться, или что-то продолжить. Но вам быть магом тоже необходимо. И я не вижу, что тут какая-то сепарация. Но что-то вы тут переиграть, передумать определенно можете. Вам вот, может быть, для этого и нужно уметь хранить молчание или какую-то паузу. Психологический прием, кстати. Пару слов скажу. Представьте, вы приходите к чиновнику, и вы хотите или какую-то важную беседу, вы не к чиновнику, а с каким-то конкретным лицом, по работе, по бизнесу. Может быть, это даже кто-то из близких, я такое могу предположить. И, может быть, это прежде был конфликт с какими-то множествами доказательств, потом вы расходились, и никак вот это вот зерно истины не могло проясниться. То теперь мы через вот эту паузу или паузу в разговоре, психологический прием, мы как раз можем достичь большего понимания, а главное, понять, откуда ноги растут у какой-то ситуации. Так вот, вы приходите или вы разговариваете с человеком, представьте себе, почему важна пауза. Вот представьте себя, что вы пришли для какого-то контакта, вы рассказали, предположим, чиновнику, а он молчит. Мы о чем думаем? Наверное, что-то не так рассказал или не прояснил. Мы начинаем углубляться в этот вопрос. Опять молчит. Мы уже где-то в замешательстве. Это на уровне внутреннего нашего состояния, когда мы это не анализируем. Чаще всего, к сожалению, не анализируем. И нет бы нам тоже сделать паузу. Молчит, ну и мы молчим. А тут получается так, что мы можем проболтаться о чем-то. Или нас можно легко разговорить, сохраняя паузу. Вот вам и паузы хранить. Вам это помогает, мои дорогие. Может быть, от чего-то вы и откажетесь, а в чем-то и поменяете направление. Здесь может быть для кого-то даже одна новость, а потом еще одна какая-то новость. Или одна новость, или ваше решение, а потом вы какую-то перерокировку делаете в зависимости от того, как будут разворачиваться события. Здесь не все прогнозируемо. 3 старших аркана. Старшие арканы – это либо люди, а мы на это не влияем, значит, нам где-то, ну, приходится держать баланс или марку, или обстоятельства. Что завершится или в чем вы поставите точку. Пятерка кубков – это, знаете, как какое-то сожаление о том, что вчера у нас не получилось. Это вчера, это, знаете, как священная рана. Посмотрите, нам тут как иерофант целый, да, буквально сидит и тоскует по 2 разлитым кубкам. И как будто его уговаривают, да ты посмотри, тут же еще 3 полных. Ну вот, наверное, у нас получается, смотрите, мои дорогие, 4-й ряд. Да, ну вот оплошность, глупость, или, может быть, это конкретный человек, который вот теперь как-то пытается исправить ситуацию. Может быть, и мы должны себе признать какую-то ошибку. И признать ошибку, усилить свои позиции многократно. Мы не перекладываем, знаете, для нашего благополучию, для нашей самодостаточности это очень важно. Мы должны правильно относиться к какой-то ситуации. Почему? Если мы кому-то обвиняем или говорим, а, это вот он не прав, или, о, это вот этот вот там, допустим, чиновник, а вот он такой-сякой. Тут нужно перевернуть, что да, я зря надеялся, или я зря доверилась этому человеку, или я совершенно напрасно думал, что какой-то вопрос решится быстрее, или я был наивен, или я дал себя, дала себя уговорить. То есть, когда мы видим, что это была наша ошибка, мы позволяем себе право на ошибку и идти дальше. Это тоже психологический, мои дорогие, прием в отношении самих себя. Потому что мы люди, 100 раз ошиблись и еще 150 раз ошибемся. В октябре для правильного качества жизни вот это будет очень важно. Это как заключительный ряд карт. И я бы сказала, я всегда говорю, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Тут ведь правда может быть какой-то человек, который сожалеет
и теперь, может быть, даже предпринимает какие-то действия, потому что сам хоть и маг, а не знает, как действовать. Действует как может, как попало. А вы видите вот эту где-то, может быть, и чужую игру, а для вас она уже как какая-то глупость. И вы знаете, как будто взаимодействовать еще какое-то время вам придется. И неважно, с какой вы позиции. Если вы с позиции мужчины смотрите, тогда примите к сведению, что может быть женщина, да, вот если есть действительно личная история. Да, она как верховная жрица, она видит вас насквозь. То какая-то игра, ну, вряд ли вам будет помогать. А вот откровенные глубокие разговоры как раз и будут способствовать, что вы вдвоем, как вашей парой, можете сменить направление. Ну, вот такой очень тонкий нюанс. Но выход из лабиринта, он предполагается. И возможности тоже. Но тут и самому нужно быть готовым. Не совсем тут уже про манипуляции. Ладно, давайте заключительный ряд. Чего же ждать по судьбе? Чего ждать по судьбе в октябре в целом? Чего ждать по судьбе? Ну, какие-то вопросы быстро не будут решаемы, это точно. Семерка пентаклей или семерка монет. И, может быть, это будет связано как раз с регламентом, подписанием каких-то бумаг. Это не значит, что мы ведь говорили, что да, оформить тут что-то можно, да, или пересмотреть соглашения, контракты, документы можно. Но часто нужно понимать, эта карта, с одной стороны, регламент, когда существует определенное количество дней. И как бы мы тут себя не тормошили, ускорить мы это ну никак не можем. Но это иногда карта символизирует и пустое ожидание. А вот пустого ожидания, понятно, быть не должно, мои дорогие. Давайте мы посмотрим. Так что же по судьбе в октябре? Чего ждать? А ждите, что будет много поездок, перемещения. Вот она, эта карта старшего аркана колесница. А шестерка мечей нам говорит, придется вам делать какой-то первый шаг, ну, как в будущее. У кого-то это может быть связано действительно с переездом. Или вот у вас выпадала карта Паш мечей. Я сказала, что мы меняем направление. Собирались в одно место ехать, а поедете в другое. Собирались в одни сроки поехать, а поедете в другие. Вы тут что-то переигрываете, перестраиваете. А еще для кого-то из вас работа на дому. Вот как ни странно. Или работа из любой точки мира. Удаленная работа. Работа посредством интернет или каких-то новых цифровых технологий. Шестерка мечей всегда. Пространство, эфир, интернет. Иногда это буквально вот как дистанция, которая идет по километражу, да, мы расстояние говорим, а иногда это расстояние как работа, да, интернет имеется в виду тоже связь на расстоянии. Может быть и человек, с которым, может быть, у вас ведется переписка. Тут может быть еще какая-то заминка, ожидание, но здесь какая-то ситуация, она должна быть прояснена. Так что же вам еще по судьбе? Давайте в октябре. Ну, будьте реалистами, безусловно. Королева Пентаклей – это та, которая благополучие с нуля может отстроить, сказку сделать былью. Она всегда надеется сама на себя. Поэтому все ваши задумки, как и выход из лабиринта, как и какая-то возможность, она больше будет, скорее всего, касаться финансового вопроса или заработков. Здесь вам как раз возможность стабилизировать. Как и поехать куда-то, как отправиться, может быть, ну, какие-то, ну, как знаете, не буквально отправиться, а так вот иносказательно перейти к каким-то новым формам сотрудничества, да, потому что тут могут быть удаленная работа, я говорила, может быть, контакты за рубежом, какие-то компании и посредством общения онлайн через мессенджеры, но это деловая сфера, потому что мечи – это у нас интеллект, а здесь это какая-то конкретика и материализм. У кого-то из вас, может быть, это, знаете, заботиться еще и о своем доме, о самом себе. Я говорила это. Уделить внимание собственному имиджу и здоровью. Вот вам здоровье, перемещение, вопросы дома, вопросы денег. Но это все и есть благополучие. Что же вам еще по судьбе? Вот смотрите, по восьмерке кубков мы вынуждены как будто сделать выбор.
Или когда мы пытаемся решить какую-то очень сложную ситуацию, да, мы не видим из какого-то положения выход. Но когда выпадает восьмерка кубков, то этот выход мы все-таки находим. Да, тут действительно будут новые либо методы, либо какую-то корректировку, мои дорогие, нам придется вносить. Причем есть вопросы, куда мы не торопимся. Есть, знаете, такое значение – остановиться на полдороги. То есть мы куда-то стремились, и мы ведь говорим, что мы тут можем так изменить направление. Так вот, не бойтесь что-то корректировать планы. К этому и призывает восьмерка кубков, потому что тогда более ясен выход или более понятно, как себе, может быть, и сохранить что-то, и где-то не навредить. Вот оставить в то же время эта карта говорит, вот эта передышка, да, или как просчет какой-то, что меня там ждет в будущем, или какие мои сильные стороны, в каких делах у меня явно есть прогресс, а что я оставлю на обочине, как осколки прошлого, нужно именно оставить на обочине реальности именно сегодняшнего дня. Что-то и не имеет значения. Недаром человек буквально налегке куда-то идет. Может быть, кому-то из вас и перемещаться налегке придется. Что идет еще по судьбе в октябре? Ну, какие-то итоги. Смотрите, как здорово. Правда, итоговая карта – это мир. Я искренне надеюсь, что больше мира, больше порядка, больше договоренности, причем конкретных, а не приблизительных будет. Ну, конечно, я не могу за это ручаться. Вот на эти вопросы я не влияю, да, и карты не совсем, мои дорогие, о внешней ситуации. Скорее всего, как свое благополучие отстроить среди хаоса и, может быть, каких-то внешних событий. Но карта итоговая говорит, что итог вас обрадует. И все то, что я долгое время говорила, это правда. Ведь по этой карте нет ничего невозможного. Как будто высшие силы, обратите внимание, в этой колоде. Вот как Мадонна закрывает людей своей плащаницей. Вы под защитой высших сил. Здесь, если и происходят какие-то события в период октября, вам правда по судьбе. Я говорила уже не раз за расклад, если люди возвращаются, ситуации возвращаются, возможности какие-то есть. Мы должны действовать. Действовать вот как мы с вами раскрыли. А у вас есть возможность получить какой-то красивый итог, который вас ведет и где-то к денежному процветанию или решению финансовых вопросов. Если вы хотите, к примеру, власти буквально, да, или строите карьеру, все-таки это прообраз льва, это где-то наше эго, честолюбивые планы, амбиции, это тоже возможно, почему нет? Если вы ищете решение какого-то вопроса, как чтобы мудрое завершение произошло, это тоже возможно. Может быть, вот помощь, да, высших сил, где-то пройти вот этот период октября, не пытаясь плыть против течения, а у нас больше получится, когда мы идем в такт с временем, с тем, что само как будто идет, может быть, нам в руки, на наш порог, мои дорогие, или как в нашу судьбу. Вот нам с этим важно правильно провзаимодействовать. Скажу еще также, есть у меня на канале Таро Инспирационное как раз на период октябрь-ноябрь видео по знакам зодиака. Кому интересно, перейдите, посмотрите. Я думаю, будет больше информации, как-то вы сумеете в единый узор мозаикой сложить выпавшие карты. И я там привожу пример. Представьте, что вы как в роли библейского героя Ной и ковчег. Вот находясь среди бушующих волн океана, не видя берегов. Согласитесь, мы ведь не начнем с вами вот капитальный ремонт нашего судна или вот нашего ковчега, на котором мы вынуждены куда-то отправиться, или вот это жизненное путешествие какое-то судьбоносное совершать. Мы оказались вот в этом ковчеге, и мы теперь можем благодарить, что мы именно как-то вышли из какой-то сложной ситуации, себя сохранить, может быть, мы успели. Сохранить себя – это искусство на самом деле. Да, может быть, мы и видим собственные ошибки, но вот сейчас самое главное не это.
если мы не будем кардинально что-то ломать. Мы будем скорее чинить, нежели выбрасывать, да. Мы будем латать, что-то исправлять, как палубу, мачту, к примеру, да. Вот и нам приходится воспользоваться той ситуацией, которая есть на данный период времени, и действовать с помощью тех инструментов, которые в наших руках. И тогда какой-то итог волшебный мы с вами получим. И я в это искренне верю. И планетарные транзиты как раз к этому тоже способствуют. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые подписчики. Я вам искренне благодарна за наше миролюбивое сообщество, кстати, правда. Мы как группа единомышленников. И ваши комментарии, пусть я не успела ответить, поверьте, я читаю, вы мое вдохновение. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Я в это верю.